Приветики! Что, сидите тут? А мы продолжаем. Всем приветики! Пока вы все проводите время на выходных, я вам расскажу про поплавковый датчик. Принцип работы механического датчика завязан на передаче давления воды. Собирающаяся жидкость в поддоне поднимает поплавок, а он, в свою очередь, давит на кнопку. Причина замены: если посудомоечная машина протекла, в результате чего защитная система прекращает подачу воды. Причиной становится залипание поплавка в верхней точке после ликвидации предыдущей протечки. Для замены поплавкового датчика для начала нам нужно перевернуть машинку. Помощники, что стоим? Помогаем перевернуть машину. И два винта. Здесь просто нету, сделай вид, что они... Супер! С помощью плоской отвертки надавить на клеммы. Как, давайте плоскую отвертку. Надавить на клеммы, снимаем разъем поплавкового датчика, это дальше, когда мы снимем. После переворота посудомоечной машинки мы должны открутить два нижних винта. Так, открутили. Теперь с помощью плоской отвертки мы должны нажать на клеммы. Так, первая пошла и вторая пошла. Аккуратно поднимаем крышку. Обратите внимание, здесь клемма. Мы ее вынимаем, и только потом мы можем снимать сам поплавковый датчик. Как он снимается? Не надо поснимать. Я вижу его первый раз, о боже! После того, как мы сняли клемму, нам необходимо заменить сам поплавковый датчик. Для начала мы должны отсоединить две защелки и снять сам датчик. А теперь производим замену и ставим новый до щелчка. Теперь устанавливаем датчик на место. Обратно возвращаем нашу клемму. Но новый датчик немножко хуже вставляется. Обратно возвращаем крышку. Смотрим, чтобы все пазлики входили. Защелкиваем. Вот видите, как легко и быстро вы справились с заменой. А вы сталкивались с подобной ситуацией? Напишите в комментариях, я все прочитаю. А пока я с вами прощаюсь. Пока-пока! Да, чтоб я пришла такая, что? Посудомоечная машинка! Достала топор, кажется, начала.